Всем привет, я продолжаю играть в Morrowind. Мы находимся в поместье Велас в Морнхолде. Вне записи я, как и обещал, рассортировал барахло, пополнил запас камней душ. Зелье я не покупал, мы будем пользоваться вот этими самопальными. Починил я нашего наемника. Зовут его, кстати, Прошу прощения. Я Калвус просто задумался. Гаратиус. Посмотрел я его характеристики, он, как мы знаем, 10 уровня. Длинные клинки у него в приоритете 58. И средняя и тяжелая броня ровно по 48. То есть, в принципе, можно дать ему и тяжелую броню. И он ее будет носить. Но это уже позже. Также у меня на носу повышение уровня. В предыдущем эпизоде мы этим не занялись. Я также сходил, прокачал навыки на выносливость, чтобы получить бонус. И начнем мы сегодня как раз с повышения уровня. Отдыхаем, получаем 30 уровень, возьмем силу воли, возьмем выносливость и возьмем удачу. Все. И идем по заданию Тиениуса Делитиана, а именно он поручил нам найти доказательства заговора. Для этой цели нужно обыскать поместье Литан. Вот оно. Так, здесь мы уже, судя по всему, были, заглядывали. Но не прицельно. Ну, тут книжки. Вряд ли тут будет именно доказательство заговора. Вот книжку, пожалуй, я сопру. Вот это вот. Такую нам не надо. Игра за обедом тоже сопру. Так, сундучок можно вскрыть, в принципе. Я, честно говоря, не очень помню, где здесь лежит это доказательство. И что оно из себя представляет. Ну, давайте искать. Вилки, ложки. Так. Продвижение истины. Монетки заберем. Краткая история империи. Ладно. Еще один сундучок. Еще золотишко. Сохраняемся. Ага. Мы должны терпеливо нести наш крест. Я уже на столе вижу какую-то записку. Письмо адресат моему благородному кузену Форвену Бирана. Доставить как можно быстрее. Форвен, я не могу согласиться. Я торговец и совершенно не владею оружием. Ты же аристократ и в расцвете лет демонстрировал свое мастерство на тренировках и турнирах. Хотя, если говорить честно, ты никогда не выходил на поединок и несколько раз был обвинен в жульничестве. Никто не сомневается в сообразительности и жажде крови Хлогара Кровавого, но он не отличается коварностью и больше подходит для сражения на поле боя, чем для роли ассасина. Мы также не можем доверять Темному Братству, а не прихвостни Хелсета. Они твердят о своей независимости, но их обещания ничего не стоят. Боюсь, что нам придется обратиться к Морак Тонг. Я согласен с тобой, они, вероятно, откажутся, но, по крайней мере, они не донесут на нас. Если же в конце концов нам придется выбирать человека из своих рядов, боюсь, что это должен быть ты. И нам придется придумать какой-нибудь благовидный предлог, чтобы ты мог предстать перед Хелсетом. Я разочарован, хотя и не удивлен отсутствием реакции общественности на убийство Атина. Общество, похоже, склоняется к тому, что лучше избежать неприятностей и принять Хелсета. Это недальновидная, но понятная позиция. Я отметил, впрочем, что автор доступного языка симпатизирует нашему делу. Он умен и красноречив, возможно, ему удастся переломить общественное мнение. Мы должны попытаться найти этого человека и попробовать склонить его на нашу сторону. Твой верный слуга Бедал Ален. То есть мы узнали две минимум фамилии. Это Хлогар Кровавый, Форвин какой-то, три, то есть фамилии, и Бедал Ален. И вот это все нам нужно доложить, но не на словах. Нам нужно спереть эту записку.
Для этой цели мы, конечно же, воспользуемся телекинезом максимальным. Давайте-ка сохранимся. Оп, и забираем. Хорошо. Давайте посмотрим, что здесь есть еще в этом поместье. Я просто стою здесь. Наблюдатель хренов. Так, а тут, похоже, никого нету. А это значит, что мы можем тут полутаться, друзья. Хотя, наверное, надо мне уже избавляться от этой привычки, потому что ничего особо ценного мы не найдем. Вот эту рубашечку я прихвачу, пожалуй. Абсолютно ничего здесь нет. Понятно. Значит, мы телепортируемся Никуда не телепортируемся, нам нужно забрать наемника. А потом уже отправляться к Тейнису Делитяну, видимо, пешком. Потому как, скорее всего, он предложит нам устранить этих ребят, на которых мы укажем. Так, смотрим. Внутренний двор храма. Здесь нам придется его ждать. К сожалению, вот он хоть и сильнее наших прежних наемников, но у него нет этого чудесного телепорта. И это прям очень неудобно. Может быть, при случае создать все-таки заклинание на повышение скорости, чтобы вот так вот не ждать его у дверей, чтобы он резвее двигался. Так, значит, нам надо в приемную. Казармы, значит, приемная вот тут. Да. Правосудие никогда. Тут еще эти стражники бродят. Помочь, я с радостью поговорю с тобой. Да иди ты уже своей дорогой. Все, он застрял. Добрались. Значит, давайте. Официальное дело. Письмо, найденное тобой, весьма интересно. Форвин Бирана, Хлогар Кровавый и Бедал Ален определенно готовят покушение на короля Хилсета. Это измена, наказанием за которую является смерть. Я немедленно подпишу приказ на их казнь. Ты окажешь королю большую услугу, если казнишь этих предателей. Так, давайте освежим в памяти. Форвин Бирана. Это верный последователь храма. Вот и поищи его где-нибудь неподалеку от храма. Хлогар Кровавый, мы его видели. Не так давно он в канализации, понятно. Слишком скуп, чтобы платить за ночлег. Бедал Ален. Я, говорит, не знаю, где искать его. Он может быть в любом месте города. Да здравствует Так, король. но по счастливой случайности в моей голове сохранилось воспоминание о том, где искать этого Бедала Алена, потому что в свое время я его искал довольно долго, как и Хлогара вот этого Кровавого. Нам нужно обратно в Гоцрич. Хотя нет, тут храм у нас по пути. Соответственно, первого чувака мы можем найти здесь где-то. Давайте поищем, посмотрим. Кстати, еще один доступный язык. Но они тут попадаются кое-где на земле просто. А вот и Форвин Бирана. Да ну. Говори, что тебе нужно, и права. Какой ты хам, однако. Давайте-ка мы сохранимся. Призовем себе на помощь сразу же алчущего. Ну, красноречие, я думаю, что повышать смысла никакого нет. Давайте с ним пообщаемся на тему предательства. Я не знаю, о чем ты говоришь. Это, наверное, какая-то ошибка. Давайте его обвиним и предадим лютой смерти. У
тебя серьезное ранение. Ты презренная тварь, лакей кровавого тирана Хелсета. Я докажу тебе, что настоящие Хлалу умеют жить и умирать во имя чести и справедливости. Но чести особой тут не будет. Все, первый пошел. Эбонитовый меч заберем. Больше особо у него брать нечего. Отзываем алчущего. И бежим опять-таки в Готсрич. Вроде бы в эту сторону. Как долго он бежит. Наконец-то. Так, здесь нам нужно войти в канализацию. Уже известным путем нам придется немного повторить пройденный путь. Я вот, к сожалению, не очень хорошо помню конкретную дорогу. Куда тут идти? Но я думаю, что если мы пойдем по трупам гоблинов, то не ошибемся. Так, вот этих ребят я помню. Здесь мы были, значит, нам нужно вот сюда. Да, западная канализация. Это именно оно. Ну, наверное. Давайте-ка приготовим заключение на всякий случай. Есть шанс, что здесь наспавнилось уже что-нибудь. Сейчас я вижу пока только трупы гоблинов, этих дурзогов, ну и гоблинов, соответственно. Да, вот сюда нам кажется. Кажется, я вспоминаю. Где он? Блин, он не успел. Или застрял где-то. Ну, а чё он? Куда он побежал-то, интересно? Такой странный. Ну, тут, насколько я помню, дорога такая по кругу идет. Может быть, можно было и проще пройти. Но я вот вспоминаю, что мы шли вроде бы вот так. Ну что опять такое? Он опять куда-то побежал не туда. Слушайте, ну он, по-моему, смеется надо мной. Давай, 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 давай. Что такое? Что тебе не нравится? Можно было, конечно, оставить его. Вот, посмотрите, что он делает. В смысле? Иди сюда. Ну да, дорога круговая, поэтому он... Блин. Придется нам, значит, идти другим путем. Я прошу прощения за эту заминку, но видите, что происходит какая-то херня. Наш наемник идет своим путем. И да, телепортация все-таки наемника, она, пожалуй, может быть важнее даже, чем его боевые качества. Поскольку что толку от того, что он крутой воин, если он за нами не может уйти? Да, вот он, этот Хлогар. То есть мы, наверное, да, здесь было ближе. Ладно, давайте сохранимся худо-бедно. Призовем алчущего и поговорим с этим Хлогаром. Что ты собираешься делать с этим? Давайте его тоже обвиним. Отлично, это устраивает меня. За Атина я окроплю землю твоей собачьей кровью. И он достает топор и сразу же встает в паралич. Не топор, вернее, а молот. Дневник дополнил, брать у него совершенно нечего. В сундуке у него беспонтовые зелья, тут выпивка. Тут, кстати, золотишко. Золотишко мы возьмем. Ингредиенты тоже возьмем.
Ну, а это нам не надо. Так, сохраняемся, и нам надо выйти отсюда. Давайте тем же путем, чтобы ничего не смущало нашего наемника. Надеюсь, что он найдет дорогу сейчас. Теперь нам нужно на базар. Именно там живет третий наш заговорщик. Но для начала надо выйти на улицу. Вот здесь, да, вот здесь мы шли. Довольно просто он справляется с этими ребятами, хотя Хлогар, вот насколько я помню, у него уровень значительно выше, то есть там может быть около 40-го, а этот всего 10-го. Так, все, в Готсвич мы пришли, теперь бежим на базар. Там же на базаре надо будет все-таки попробовать сварганить заклинание, повышающее скорость. То так совсем что-то печально. Можно, конечно, зачаровать что-нибудь, но у меня практически все слоты уже заняты. Доковылял. Так, здесь нам придется вот с этой стороны спускаться. Обычным путем, не прыгать, как я привык. И здесь, кстати, мы можем посмотреть, как наши любовнички поживают. Да будет благословен. Так, ну эту подругу я не вижу. А, она с другой стороны. Давайте-ка мы его пока оставим здесь. И посмотрим, закончилось ли у них свидание. Так, ну я ее не вижу. Давайте к торговцу зайдем. Может, я что-то путаю. Может, она где-нибудь здесь прячется. Торговец вот этот вот. Да. У тебя есть вопрос. Я полагаю, ты пришел поторговаться? Нет, насчет женщин. Мне кажется, стоит пересмотреть свое мнение о большинстве вещей. Я даже не знаю, что сказать. Морена – это женщина, которую я искал всю свою жизнь. Но без твоей помощи я был слишком слеп, чтобы увидеть это. Спасибо тебе большое. Я знаю, что это неправильно предлагать тебе что-либо в качестве оплаты, но я все же хочу, чтобы ты принял этот подарок. Он довольно ценный, я думаю, хотя никто никогда не желал его. Ну, просто возьми его и вспоминай иногда обо мне. И все такое. Биполярный клинок мы заполучили. Вот такой вот. Разъярить и усмирить гуманоида на 15 секунд, 40 тысяч. Но этот клинок я обычно отдаю в музей. Да, вот она. Морена. Тоже очень довольна. И все у них хорошо. Время нечасто встретишь хорошего человека. И квест у нас вроде бы закрылся. Попадаешь. А мы должны отправиться в какой-то из магазинчиков здешних. Вот сейчас, по-моему, чтоб не наврать, книжный. Тут на первом этаже торговля происходит, а на втором точно стоит Бедал Ален. Город света. Значит, мы призываем точно так же алчущего. И точно так же разговариваем на тему доказательства заговора, обвиняем и предаем его казни. Выхода нет. Я вижу, что меня предали. Тогда лучше уж умереть, чем гнить в застенках Хелсета. Давай, я тебя не боюсь, убийца. Мне это придется писать. Он, видимо, маг, но ему что-то совсем как-то совсем поплохело. Ничего у него нет интересного. Отзываем обратно алчущего. Я мог, в принципе, и без наемника сюда прийти. И давайте посмотрим здесь на предмет заклинаний.
Ну и создание, соответственно, заклинаний. К чему все это? Так, ты что делаешь? Ты торговец. Торговец мне сейчас не нужен. А вот создание заклинаний. Значит, мы красноречие прокачаем себе. Продолжай. Поднимем отношения и создадим заклинание. С вами увеличение характеристики скорость на удаленную цель. Длительность. Я думаю, что секунд 20. Чтобы он успевал... Ну, давайте 30, так, с запасом. Ну, неплохо, смотрите, получается. Давайте 50 пунктов, ну, с 50 до хрена. 40 пунктов сделаем, чтобы шанс у нас хоть какой-то был. Скорость 40. Ой, что я пишу-то? На 20. Вот. Шанс у нас 100%. Надо забить это заклинание на какую-нибудь кнопку. Ну, на 4, наверное, все-таки. Вот. Вот таким вот образом. Так, ну, в принципе, мы всех замочили, кого должны были. И нужно доложиться Тьениусу Делитиану. Уважай наш город, чужеземец. Для этого, ну, смотрите, гораздо резвее побежал. Конечно, не совсем так, как должен был бы. Но тоже неплохо. Ману жрет оно, правда, это заклинание. Так, давайте его ставим здесь, чтобы он не мешал нам там в этих узких проходах. Доложим. Правосудие никогда не верно. Нашел я этих ребят. Ты казнил Форвина Берана, Хлогра Кровавого и Бедала Алина. Поздравляю. У нас принято платить палачу за его услуги. Вот 3000 золота и наша благодарность. А теперь я хочу, чтобы ты нашел для меня анонимного автора доступного языка. Мы бы хотели, чтобы ты так нашел и убедил его перестать печатать ложь о короле Хелсете. Когда мы проводим официальные допросы, люди делают глупое лицо и уверяют нас, что понятия не имеют, о чем это мы говорим. Мы полагаем, что тебе, возможно, больше повезет, особенно если ты обратишься к не самым достойным горожанам, людям, которые ставят деньги выше чести. Ну, мы провоцировать его не будем, наверное, а спросим подробнее. В первую очередь мы хотим, чтобы ты походил, поспрашивал и выяснил, кто печатает эту ложь. Затем мы хотим, чтобы ты нашел его и убедил прекратить печатать эти лживые материалы. Способ убеждения я оставляю на твое усмотрение, но ты будешь действовать в соответствии со здравым смыслом, конечно же. Мы не хотим, чтобы о нас думали, что мы несем угрозу многовековым имперским традициям поощрения поощрение свободного высказывания мыслей. Так, понятно. То есть нам намекают, что Божеств и империя. в наглую убивать никого нельзя. Но в принципе это допускается. Я же скажу, что в ходе этого квеста мы можем получить уникальное оружие. Не особо крутое, но я надеюсь, что я правильно помню, что нужно делать. А нужно нам обратно в Готсрич, друзья. Наемник нам там не понадобится, я думаю. Надо тащить его до поместья стоит.
Бегать, спрашивать никого я здесь, пожалуй, не буду. Я и так знаю, где располагается эта редакция, скажем так. А именно в зале мастеров. Оставляем его тут, сохраняемся. Нам нужно вот сюда направо. Здесь запертая дверь. У нас это, конечно же, не остановит. У нас есть заклинание прекрасное. Дверь отпираем, заходим. Здесь у нас эбонит, кожа Нетча и вход в секретный офис. И в этом секретном офисе нам нужен кто-то из вот этих ребят. Кто именно, я не помню, честно говоря. Давайте красноречие поднимем себе. Ага, то есть поговорить с ним особенно по душам нам не получится. Что ты делаешь здесь? Я предлагаю тебе как можно лучше взвесить твой ответ, так как этот офис и то, что мы сделаем здесь, все это очень секретно. И мы намерены сохранить эту тайну, даже если это будет означать, что ты не выйдешь отсюда живым. Так. Ну, наш вариант, конечно, вот этот вот, наверное. Давайте попробуем. Я не печатал в доступном языке лжи о короле Хелсете. Я печатал только правду. И я собираюсь продолжить печатать правду в доступном языке, и если только тебе не удастся меня остановить. В принципе, подходит любой вариант. Но для того, чтобы получить уникальный меч, нам нужно использовать вот этот. Пожертвовать 3000 фонда вдов и сирот. Ты проницательный человек. Я как человек принципа и не соглашусь. Да, я человек принципа и не соглашусь поддержать свой язык даже за большую сумму золотом. Но я знаю, какую пользу может принести золото, если его употребить на благие дела. Хорошо. Я не буду обсуждать короля Хелсета в доступном языке. Даю тебе слово. Я возьму твои 3000 золотом и внесу их в фонд вдов и сирот. А теперь прошу извинить меня, но мне нужно немедленно переместить офис в другое место, так как это больше не является тайной. Хорошо, сохраняемся. Используем вмешательство. И так, вот сюда. Да, приемная. Стоп. Побежал не туда. Очень быстро мы выполнили это задание. Итак, Трилас Варис и есть этот анонимный автор доступного языка. И Трилас Варис дал тебе свое слово, что он не будет обсуждать короля Хелсета в доступном языке. И ты дал ему 3000 золота. Да, но здесь важно еще не требовать возмещения расходов. Мы всецело доверяем твоему суждению, и мы весьма удовлетворены твоим служением и твоей позицией. Ты получишь 3000 золота на покрытие твоих расходов и щедрое вознаграждение, а также ты удостаиваешься великой чести. Я даю тебе клинок проклятия короля, точно такой же, какой использует королевская стража. Его достоин носить только тот, кто поклялся служить королю и прошел суровые испытания. На эти клинки наложены смертельные проклятия, убивающие воров и изменников. И для тебя есть еще одно. Последнее официальное дело. Зайди к госпоже Борензи, она хотела бы поговорить с тобой. 3000 и послание короля. Король, сэра. Проклятие короля. Значит, неплохой урон. При ударе отнять здоровье на 3 секунды. Паралич 3 секунды и удар огня. Весьма неплохой меч, я бы сказал. Может быть, нам даже имеет смысл им пользоваться. Ну, наемнику дать. Давайте сохранимся и заглянем к Борензи. Кажется, здесь она живет. Да. Тут предбанничек такой. И вот она, матушка. Если вы чего-то хотите, Тут у самое нее время. телохранитель. Воровать мы здесь, пожалуй, пока не будем.
Сохранимся и поговорим с ней. Приветствую. Я ждала возможности поговорить с тобой. Как я понимаю, ты выполнял задания Тьениуса, и ты великолепно справился с ними. Я полагаю, есть и другие проблемы, которые требуют твоего вмешательства. Морнгольд – это город с двойным правлением. С одной стороны, здесь есть монархия, возглавляемая Хелсетом, а с другой стороны – храм и богиня Альмалексия. Очень тяжело понять, кому можно доверять, хотя между этими двумя сторонами до сих пор не было открытой вражды. Всегда есть скрытые тенденции, которые нужно принимать во внимание. Мне бы хотелось, чтобы ты представился храму. Посмотри, что ты там сможешь узнать. Поговори с Федрисом Хлером. Это одна из ключевых фигур в храме. Доверенное лицо Альмалексии. Попробуй познакомиться с ним поближе. В общем-то, это я уже сделал. Так. Но здесь она отправляет еще к своему другу Плиниусу Меро, точнее. Типа с ним можно советоваться. Но прямого такого квеста нам тут не дают. Насколько я понимаю. Да, квеста не появилось. Давайте еще раз поговорим. Нет. Значит, нас прямо отправляют. Тихо, 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 не ругайся. Нас прямо отправляют выполнять задание храма. И одно у нас уже есть. Соответственно, нам сейчас нужно заглянуть к себе в поместье, выложить барахло. Так, вот сюда. И все-таки заняться этим заданием. Я вот думаю все-таки дать нашему наемнику вот этот новый меч. Ну, хотя бы как второй, альтернативный, чтобы он у него был. Посмотрим, как он распорядится этим оружием. А этот нужно перезарядить. А, я никого же не захватывал. Чем перезарядить? Ладно. Сейчас я барахло выложу, и мы с вами продолжим. Выкладывать буду пока что в нашего наемника. Сортировать сейчас, наверное, я не буду. У нас не так, чтобы много барахла. Но вот книжки лучше бы выложить. Приказы эти тоже. У него и так перегруз, брать его с собой я не буду. ХП у него мало, и он не выживет. Мы в этом уже убедились. Поэтому быстренько скидываем барахло и отправляемся. Так, а идти нам нужно в храм. Чтобы захватить там этого... Как его? Ну, короче говоря, служителя, который должен очистить алтарь. И, видимо, через храм же мы и в канализацию полезем тоже. Так, тут нам покой архиканоника. И вот он, собственно говоря, этот товарищ. Ой, дорогуша, о, боже мой, да защитит меня богиня. Все, он пойдет с нами. А насчет дороги? Как идти, он не подсказывает. Давайте освежим в памяти. Так. Под храмом. Ну, логично, да. Значит, под храм мы и полезем. Правосудие никогда не крепко. Где-нибудь здесь должен быть ход. Высокая капелла. Нас туда пока что не пустят. Значит, это с другой стороны.
Не успел. Опять он не успел. То есть вот этот товарищ бегает гораздо быстрее, получается. Что он делает? Да, смотрите, насколько быстрее. И это без всякого бафа. Так, что-то я не понял, а где проход-то, собственно, вниз? Может, я зря поперся? Правосудие никогда не... Отойди. Правосудие. Ага, зал духовенства. Давайте попробуем туда. Здесь должен быть подвал где-то. А, вот он. Вот он подвал. Здесь, кстати, святилище. Давайте восстановим ману. Сохранимся. Пока что она ничего нам не говорит. Лечение. Всему свое время. И нам нужно вот сюда на нижний уровень. Надо следить, чтобы оба наши товарища не отставали. Лутать это все я, конечно, на запись не буду. Канализация храма нам нужна. Так, тут сразу же нас встречают ребятишки злонамеренные. Наемник наш предпочитает пока что старый меч новому. Но когда закончится в нем заряды, я подозреваю, что... Так, это не то. Я подозреваю, что он меч таки поменяет. Не застрянет он там? Походу застрял. Вот же гадство. Блин. Где у меня сейф? Давайте, наверное, загрузимся лучше. Вытаскивать его из этой дыры не улыбается мне совершенно. Зато мы теперь знаем, что туда нам идти не нужно. Он еще и безоружный. И нам надо как-то его еще и лечить. Следить, вернее, за его здоровьем. Так. Лич. Блин. Не на того наложил заключение. А этот что-то колдует на себя, смотрите, какое-то восстановление. И походу он на меня сагрился. Как бы опять грузиться не пришлось. И этого убили, да. Короче, значит, действуем по-другому. Сначала зачищаем, потом его туда спускаем. Сначала на нижний уровень. Здесь мы его оставим. Не нравится мне, как он бежит вперед. Скорость у него значительная, он опережает нашего наемника и огребает через это. Так. Сохраняемся. На сей раз Лич куда-то пропал. Вместо него Костяной Лорд. Что он делает? Что-то колдует на себя. И меч, смотрите, поменял. Поменял меч. Что у тебя по здоровью? Неужели лечится? Походу да. Но дело в том, что у него есть кольцо на восстановление здоровья. У него есть бутылки восстановления здоровья. Неужели здесь какая-то другая механика? Давайте сохранимся и понаблюдаем еще за ним. У него, по идее, сейчас кончится мана. Но пока 86. И вот когда кончится мана, возможно, тогда он начнет лечиться бутылками.
И чё? То есть пока ману не сольет, он будет лечиться, да? Да. То есть они друг об друга просто сливают ману. Мне это не нравится. Мне это категорически не нравится. Ну и чё, вот стоило ли заниматься херней? 204, 50 маны. Да, здоровье он тратит довольно-таки резво. Но пока продолжим. Пока продолжим. Куда тут идти, я вот тоже не очень помню. Тут ничего нет. Скелетик какой-то бродит. Скелетик затупил. И пошел лечиться. То есть он паралич наложил. И такой, надо похилиться. У него какое-то, видимо, слабенькое лечение там присутствует. Да. Вот он сильнее, когда бьет, но как-то поведение его очень странно выглядит. Очень странно пока что. Странно и непонятно. Заброшенный склеп. Видимо, сюда нам и надо. Так, но прежде чем мы туда пойдем, нам нужно притащить нашего этого... Как его? Служителя культа. Поэтому давайте-ка мы вот таким вот образом проскачем. К сожалению, придется вот так делать, потому что иначе он тупо сдохнет. Так, вот выход. Забираем его. Так, и вот сюда. Ну, смотрите, какой он резвый. Мне прям нравится. Вот бы наемник наш вот так бегал. Хотя бы так. И через двери эти он вроде бы проходит свободно. Да. Так, но продолжать этот прекрасный забег мы будем с вами в следующем эпизоде. А на сегодня это все. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь обязательно на канал. Всем пока.